Здравствуйте, граждане свободного мира. Сегодня наша реальность выглядит достаточно трагично. Я имею в виду события в Украине и все, что с ней связано. Праздник души по поводу получения Украиной членства в ЕС откладывается, хотя над этим работает огромное количество специалистов. И насколько вы можете быть осведомлены, решение о старте переговоров о получении Украиной членства в ЕС планируется принять в декабре этого 2023 года. Как сказал председатель Евросовета Шарль Мишель, решение о начале переговоров с Киевом о членстве в ЕС будет трудным. В данном случае очевидно одно: Киев в лице Зеленского и Стефанчука снова рассчитывают сдать евроэкзамен на шару, то есть без демонстрации реального выполнения всех без исключения предъявляемых к нему требований. Это из уст Зеленского звучит как политическое решение. В реальности же на сегодня становится все более очевидным тот факт, что Зеленский и возглавляемая им команда юмористов из 95-го квартала Кривого Рога просто не то что не могут, но даже и не хотят заморачиваться над выполнением предъявляемым Киеву требований со стороны своих будущих партнеров по Евросоюзу. Сигналы о недоверии Киеву сегодня посылают Польша, Венгрия и Словакия. Но отмороженная реакция официальных киевских властей, демонстрируемая в ответ на эти сигналы, говорит только об одном: о том, что Киев в лице Зеленского и Стефанчука, так же, как это было во времена Януковича, не способен адекватно ответить на запрос собственного народа о слиянии с единой евросоюзной семьей. Политическое чутье Зеленского подсказывает ему, что грядет операция «Майдан-3», но коррумпированная власть толстокожих народных депутатов, представляемая заплывшим от жира спикером, еще надеется на то, что дырявый бачок украинских коррупционеров въедет в элитное сообщество Евросоюза на волне раздуваемой ими внутри Украины межэтнической вражды. И если большинство из предъявляемых к Украине и невыполненных ею требований не ощущается европейцами как реальный украино-европейский диссонанс, то наглость украинских политиков, демонстрируемая ими в отношении национальных меньшинств, категорически не приемлется толерантным европейским сообществом. Эта наглость особенно мерзко звучит из уст Руслана Стефанчука, неоднозначно заявившего 20 ноября 2023 года в эфире единого телемарафона о том, что он будто бы договорился с Венецианской и Европейской комиссиями о том, что права представителей российского национального сообщества в Украине могут быть ущемлены. И вообще, что никаких российских национальных сообществ в Украине нет и быть не может. В данной ситуации Стефанчуку нужно было бы четко пояснить, какие именно сообщества под российскими национальными сообществами он имеет в виду, чого он не сделав. Коли теж у нас була дуже велика дискусія, були навіть в проєктах рішення Венеційської комісії зауваження, що як це так, страждає російська спільнота. Ми виходимо з того, що цей законопроект взагалі не поширюється на національні спільноти, які представляють країну, яка визнана агресором. Тому цей закон не поширюється на цю спільноту на той момент, а допоки вона буде визнана країною-агресором. І в цілому ми не готові навіть вести дискусію
з нашими колегами про якісь виключення, тому що представники народу, який сьогодні чинить геноцид українського народу, робить агресію і робить війну проти України, не можуть мати жодних привілей в нашій країні щодо якихось нюансів, пов'язаних з їхньою національною меншинністю. І я взагалі вважаю, що це перший етап, і ми його відстояли. Я дуже вдячний Венеційській комісії, Європейській комісії за те, що вони дослухалися до цих аргументів, і вони підійшли з розумінням, що справді це має бути, знову ж таки, принцип взаємної поваги один до одного. Якщо цей народ не демонструє повагу, а навпаки здійснює агресію проти України, він не має права користуватися тими правами, і його права повинні бути ущемлені в цій частині. Ми тут знайшли повне порозуміння, тому жодних російських національних меншин в Україні на даний момент немає і не може бути. Учитывая проводимую в Украине с 2019 года агрессивную дерусификацию публичной сферы, в данном случае с вероятностью в 99% можно предположить, что, говоря об ущемлении прав под российскими нацменьшинствами и под российскими национальными сообществами, Стефанчук имеет в виду не только представителей сообществ, идентифицирующих свое этническое происхождение с Россией, но и всех русскоговорящих граждан Украины, независимо от того, идентифицируют ли они свое этническое происхождение с Россией или нет. Лично я хочу официально заявить и Стефанчуку, и всем остальным деятелям, мнящим себя представителями всего народа Украины и одновременно с этим не желающим признавать факт существования в Украине русскоговорящих граждан, о том, что я имею украинское гражданство, о том, что мой родной язык русский, о том, что этническим русским я не являюсь, и о том, что свое этническое происхождение с Россией я не идентифицирую. Ни о каких нюансах, связанных с правами русскоговорящих в Украине, Стефанчук вести дискуссию не намерен и считает, что Евросоюз, принимая решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, должен будет принять оголтелую дискриминацию русскоговорящих граждан Украины по языковому признаку за норму. Мало того, Верховная Рада Украины и президент Украины открыто дискриминируют мои права, принимая в законе Украины про национальное меньшинство дискриминационные нормы в отношении моих конституционных прав на свободное развитие и свободное использование моего родного русского языка в Украине, закрепленного частью 2 статьи 10 Конституции Украины. Звучит это так. Установить, что на период действия военного положения в Украине и в течение 5 лет со дня его отмены или прекращения государственному официальному языку государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, не применяются положения частей 2, 3, 11 статьи 10 настоящего закона. С учетом данного обстоятельства очевидным и неоспоримым является факт дискриминации политическими институтами Украины моих прав, а также прав миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. Именно о своем намерении открыто дискриминировать права русскоязычных граждан Украины в своем интервью публично заявляет Руслан Стефанчук. Пороховая бочка Украины опять, как и в 2014 году, пропихиваемая в Евросоюз, угрожает взрывом народного негодования, купировать который Зеленский и Стефанчук рассчитывают при помощи обоснования имеющего место в Украине геноцида русскоговорящих граждан
фиговым листком российской агрессии. Но клоунам с липовыми дипломами юристов стоит напомнить, что в соответствии со статьей 1 Конвенции о предупреждении преступления геноцида, этот геноцид, считается преступлением независимо от того, совершается ли он в мирное или в военное время. Отсутствие дискуссии по правам русскоговорящих граждан Украины и неготовность представителей, пришедшей к власти в Украине труппы, к такой дискуссии, свидетельствует еще об одной проблеме киевской власти, а именно об отсутствии в Украине свободы слова. Поэтому вопль русскоговорящих граждан Украины к своим братьям из Евросоюза сегодня звучит громко, как никогда. «Братья!» – кричат русскоговорящие граждане Украины. «Сделайте, пожалуйста, все, что в ваших силах для того, чтобы наши права, то есть права русскоговорящих граждан Украины, получили возможность реализации как в законодательном, так и в исполнительном формате, как де юре, так и де факто. Нас убивают, нам не дают права получать образование на родном языке, нам не дают использовать свой родной язык в публичном пространстве Украины, кричат русскоговорящие граждане Украины. Услышьте нас, мы очень вас просим, остановите геноцид русскоговорящих граждан Украины и покарайте тех, кто виноват в этом преступлении, как этого требует международное право и, в частности, статья 1 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года.